Вот и наступило утро. Картина, конечно, изменилась в лучшую сторону. Поднялся наверх. Вид с 3-го этажа, где завтракают, намного круче, чем вид из окна. Мешает вот это здание посмотреть на пирамиду. Есть какая-то конечка, суета-сует. Все движется, шевелится, пищит, звенит. Все как обычно. Отправляемся в район Имбаба, чтобы отведать местной уличной еды. Здесь одна из моих любимых рубрик. На улице сегодня солнечно, но по ночам очень прохладно. Я спал в толстовке, можно сказать. Летом, я представляю, здесь жарко. Ну, естественно, так как пустыня, подмерзаешь немножко. Но благо то, что одеяло вот такой вот толщины спасают. Коши орешник, там мясник. Фол, фалафель, риба. То есть местные любят шашлык. Да. А баклажаны? А баклажаны любят, да. Я просто многих смотрел, блогеров, и везде, практически везде баклажаны. Да, есть. Это номер один закуска у вас, да? Считается? Нет? В общем, мясо Ну, любите. вообще египтяне любят мясо. А какое мясо? Баранина, говядина? Говядина, баранина. Любое мясо. Любое мясо. И риба, креветки, все. Самое главное мясо. Все, что шевелится. Да. Ну, халяльный, я имею в виду. Плотность застройки чем-то напоминает даже мне Бангладеш. Уже дома стоят очень близко друг к другу. Многоэтажные, маленькие такие каморки. Красиво так минарет мечети между двумя пирамидами. Очень много финиковых пальм. В Египте можно вот так ехать по большой улице, остановиться, и вдоль дороги продается чай. Знак. А что это значит? Вот это что значит, так он сделал сейчас? Это какая-то остановка. А, все. Водители знают, куда он ехал. Так. То есть это опознавательный знак для водителей. Я так понимаю, так как здесь постоянно увеличивается в ширину дорожное полотно, просто часть домов сносится. Вот как есть по лестничному маршу, так и снесли. На некоторых есть балконы, на некоторых нету. Не везде есть крыша, то есть дом с продолжением в будущем. Кто-то уже живет, кто-то не живет. То есть очень интересная застройка. Просто не могу понять, есть ли там коммуникации, вода, канализация. Ну, скорее всего, нету. То есть как заселились, так и заселились. Это как в Индии. Последние этажи специально не достраивают, чтобы не облагаться налогом. Типа еще стройка продолжается. Здание недостроено. Просто чай попить. Вот так вдоль трассы можно. Впереди большая... Не, без сахара мне. Впереди большая свалка и стадо баранов, пожирающих какую-то бумагу. Прикольно. Так как здесь много курят, вчера мы зашли в банк, чтобы поменять деньги. Такое ощущение, что ты зашел
куда-то в табакерку. Просто все курят. То есть вот чувак сидит за компьютером, менеджер курит. С кем я зашел, пацан тоже закурил. Охранник стоит, курит. И все это внутри помещения. Здесь никого не удивишь сигаретой. Здесь все иначе. Starbucks по-каирски. Спросил, а сколько заработает такая продавщица чая за день. Максимум $20. Но это там она продаст штук 200-300 стаканчиков чая. То есть не очень большая сумма. А сколько раз в день ты чай пьешь? 3 раза. 3 раза? В принципе, среднестатистические цифры. Я знаю, в Азербайджане и в Турции очень много чая пьют. Ну, так как я сам родился в Азербайджане, у меня папа очень много пил чая. Очень много. То есть он может сесть там 5-6 бокалов. А там еще стаканчики такие, ну, небольшие. Чай, домино. Все как всегда. Немножко крепковатый. Для тех, кто курит, нормально. То есть выпил и такой после дыма сигарет, после вкусия сладковатое. Очень много девушек сидит за рулем. Да, наверное, каждая 10-я машина это девушка. Сейчас едем вдоль реки Нил. В общем, очень оживленная улица. Но здесь я смотрю одни студенты какие-то. Здесь прям бум происходит. А что там такое вкусное, что их тут так много? Пицца? Слушай, я даже не могу посмотреть, что там. Вот такие вот пиццы. Все дети, ну это школьники. Школьники пришли за пиццами. Я первый раз такое количество детей вижу в одном месте. Тут, наверное, рядом много школ, да? Дети атакуют нас. Как будто сегодня праздник, День детей. Но сейчас сезон фруктов, поэтому их везде очень много. Почем мандарины? 10 фунтов. 10 это в рублях сколько? 15 рублей? 15. Килограмм. 15 рублей килограмм. Это very good price. Вот здесь вот тоже какая-то уличная еда. Это батат, картошка. Салам алейкум. Сладкий батат. Надо посмотреть, как они его там зажаривают. А, вот наверху стоит батат. В общем, дети рады. Батат, yes, okay. No, no, thank you. No need. Я просто не люблю сладкое, я попробовал с удовольствием. لا لا عيب كده عيب عيب. ده تاتو Тату, We are in yes. Egypt احنا متعلمين يا حبيبي. ترسم ب 10 جنيه. لا نو 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 ماني. لا 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 يو. يلا فري. هل تريدون ألا تلعبوا معي؟ فري ده صح. يلا Вот этот мальчик, он мне... روسيا كلها روسيا Thank you. Окей, что тут написал? علي мой имя. А, твое имя? صور. Вот этот мальчик мне в рот засовывает свои орехи. Все, my name Денис, все, thank you, bro. Все, идем прямо. Yes, of course. Я не знаю, с чем я согласился, но с чем согласился. والله صور. Ну, ё-моё.
Короче, похоже, на этой мы не сможем ничего снять, блядь. Что происходит? Они просто перекрикивают меня. Они... Блядь, они что-то хлопают здесь еще друг друга по голове. Короче, поснимал я видео. Все. Давай уйдем отсюда. Смотри, обернись назад просто. Ёпарасоте. В общем, здесь тоже батат. А здесь пробка. Вон, телефон бы не выдернули из кармана. Вот застегнул все. Yes, this is camera. Я не думал, что здесь так тяжело будет сниматься видео. Это просто детишки, им охота. Какие-то мухи начинают грызть. На этой улице было много точек со стритфуда, но там нереально идти. Мы вот сейчас зашли во двор в какую-то и параллельно пойдем. Просто дети не дают. Там стоит крик, шум. Я же говорю, один мальчик мне прям в рот орехи уже вставлял. Там здесь. Это все школы, я так понимаю. Здесь улица школ. Голод, не тетка. Ну, какая-то столовая, видно сразу. Жарят, парят и коптят. Мечеть. Это стритфуд местный. Так, ну, здесь вот всякая вот бакалея из чипсов. Салам алейкум. Вот. انت اجنبي؟ اه اجنبي ها؟ طب خلينا في احنا يا عم. انا هو باكلها بيشوف. لا انت بص كل واحده بس ما عجبتكش ما تاخدش. Thank you, I'm full. هو واحد. ها؟ I'm full. عندنا. Thank you. Thank you very much. Спасибо. What's your name? Денис, my name. My name is محمد. Мухаммад? محمد. My name Денис. Денис. دينيس اسمه دينيس. Все, thank you. Денис? Yes. Yes. Со вкусом томата. Я чуть как томат не расстелился сейчас на асфальте. Район школ и детских садов. Еще я заметил, здесь много продается обуви везде. То есть в каждый проулок сверни, и будет всегда обувной магазин. Или люди много ходят, или качество обуви не очень хорошее. Ну, что-то одно из двух. Здесь сильно распространен культ кальяна. Они везде. Здесь все курят, дымят. Прям такие кальянные. Все свободное время. Это кальян. Это нашиды, да? Нашид? Это мусульманская музыка. Салам алейкум. Что он спрашивает? Никого не ответили. А, не отвечать лучше? Да. Просто идти мимо и все. Все хорошо, будем знать. А груша? Наше народу очень много спрашивают. Ага. Наши люди. Это груша? Нет, это египетский Это гуава. все это похоже на гуава, похоже. Да. Запах такой же. Фрукты здесь очень дешевые. Бананы все крупные. Я вот сейчас смотрю, бананы, апельсины, мандарины и гуава. Сезон.
Практически с каждого ларька доносятся нашиды. То есть здесь очень дешевые соки. Очень дешевые, очень вкусные. Я вчера попробовал вечером. Прям апельсинчик был сладкий-сладкий. Так, это у нас какие-то лепешки. Не патыр, фатыр, патыр. Название плюс-минус схоже. Крупная клубника в 2 раза дешевле, чем яблоки. Это вообще какой-то кинг-конг, а не клубника. А это сколько стоит? 20-30 рублей. Это клубника размером с куриное яйцо. Конечно, цены прям очень сильно удивляют. Тут какие-то маслины, да, это? Вот это не маслины? Оливки. Оливки, да. Ну, это какой-то лимон, что ли. Лимон. Наверное, надо с собой пару мешков клубники забрать будет. Блин. Такой у них вид. Почем здесь они? 12. 12? А если мы возьмем, у нас есть куда покласть? Конечно, первый раз такое количество цитрусовых вижу. Прям вот, прям огромное. Это какие-то дыни, по-моему. Местная дыня. Мелкая. По 10, 15 рублей. Апельсины. Все это очень сладкое. Я в номер возьму. Наверное. И сколько видов фиников. Причем они здесь продаются сухие, не в том формате, в каком я их привык всегда видеть. Это блестит такой мягенько. Здесь все сухое. Первые секунды, когда заходишь на рынок, сначала начинаешь рот открывать от большого количества цитруса, но все уже, дальше успокаиваешься. Так, а это что такое? Старый сыр. Сыр? Так выглядит сыр. А почему коричневого цвета? Его посыпали чем? Посыпали 1 год или 2. С 2-летний сыр. Как говорит Али, этому сыру от года до 2 лет. Очень много кошек. Ну, мусульмане любят кошек, поэтому нормальное явление их видеть в большом количестве. Не буду объяснять, почему мусульмане любят кошек. Все знают. Любая египетская кухня начинается с фалафеля, поэтому мы ищем фалафельную. После фалафеля у нас будет кошари, да? Кошари. Мочалочки, которые растут как огурцы. Так выглядит витрина. Все под стеклом, чтобы все было чистенькое. Какие-то платки, ткани, кружева. Витрина на колесиках. Естественно, магазин. Днем, в принципе, тепло. Прям терпимо. Хочется местами даже скинуть толстовочку. А вот и первые мухи. А мухи здесь такие цепкие. Зацепились. И не отпускают. Салам алейкум. Так выглядит приготовление хлеба. То есть аппарат. В Иране я видел такие, в Турции. Одна вот такая лепешка стоит 2 рубля. То есть это очень и очень дешево. Сначала они не разрешили снимать, но потом их уговорили. Ну все, я понял. Я бы, знаешь, что попробую? Вот эту штуку попробую и
Баклажаны есть? Вот я уже там их увидел, по-моему. Вот они здесь где-то. Или не здесь. В общем, я видел баклажаны. В общем, баклажан — это бадемджан. Похоже на азербайджанский. Здесь мы присели. Здесь, наверное, никто не присаживается. То есть мне дали место присесть. Везде, везде нашиды, везде. То есть они будут сопровождать как фоновая такая музыка. Очень часто слышал в Пакистане и в Афганистане. Это разрешенная музыка, там, без каких-то инструментов, там, то есть мусульмане знают, там есть детали, что можно слушать, а что нет. Мне говорят, что это заведение для бедных. Тот, у кого есть достаток, никогда в таком заведении кушать не будет. Фалафель, баклажаны и салат, но в нем много воды. В общем, такой вот бутерброд надо сделать. Ага. У тебя что-то полилось там, мне кажется. Неплохо. Необычно вкусно, не могу описать, но это вкусно. Вкусно. Вкусно? Да, да. Это баклажан, это салат. Баклажан мне очень понравился. Я, наверное, продублирую. Так, ну туда надо обязательно какой-нибудь такой соусец добавлять. И тогда вкусно. Да вообще вкусно. Дубль 2. Было очень вкусно. Но надо оставить место для других не менее аппетитных блюд. А вот тот самый аппарат, где готовится все это. Мне сказали не останавливаться возле них. Так, ну, любимое национальное блюдо также это голуби. Салам алейкум. Голубочки. То есть есть какое-то блюдо с голубями. Надеюсь, мы его сегодня попробуем. Так, сейчас мы идем пробовать кушери, да? Кальянные. Каждые 50 метров. Цена на кальян 30 фунтов, ну где-то 40-50 рублей. То есть это очень дешево. Но вот Али говорит, что в России качество табака в 100 раз лучше, чем здесь. То есть, какая цена на кальян, соответственно, такой и табак. Здесь никто не заморачивается с качеством. Главное дунуть что-нибудь.
Поднялись в заведение на второй этаж. Более чистое, специализируется на данном блюде. Здесь лук пережаренный. А вот это что такое? В общем, чечевица, рис, вермишель, макароны. То есть вся бакалейная лавка. Сюда добавляю вот это масло. Кислое или острое? Острое масло. И ложку томатного соуса. 2. Все это дело перемешиваем. Непривычно есть в таком формате. Все, что есть, накидали. Вот. Масло действительно очень острое. Прям реально острое. Но это блюдо считается шедевром. Давайте так скажем. По-своему вкусно. Когда есть нечего. Не хватает мяса. Шуша называется, да, вот эта штука? Шиша. Шиша. Зашли в шишную. Так называется кальян. Не буду его показывать. И, в общем, такая шиша здесь стоит 20 рупий. Это 30 рублей. Коллега сейчас дудит. Нельзя показывать. YouTube не любит. Это обычное уличное кафе с затертыми столами, потому что здесь миллиарды раз уже сидели люди. Столики, где можно поиграть в домино, в шашки, попить чай, подыметь, подумать о жизни. С девушкой можно сидеть здесь? Не проблема. Может с девушкой посидеть, не проблема. На нее не будут косо смотреть? Вот так все неправильно. Будут? Типа нельзя. Нельзя, но они будут посмотреть. Но сказать ничего ей не скажут. Не ходите в Египте в кальянную с девушкой. Египетские голуби. Цена 130 рублей одна штука. Почти $2, но нет $2. Мечеть в один момент все заговорили. Вообще голубь здесь считается очень вкусная еда. И в брачную ночь едят голубя, потому что он обладает какой-то специфической силой. То есть у бездетных появляются дети. Кто-то умнеет. Не читавший начинает читать. В общем, целительное свойство голубиного мяса каким-то образом здесь доказано. Наконец-то мы дошли до рыбных рядов. Салам алейкум. Это местные так радуются иностранцам здесь. Рыба вся мороженая, перемороженная. Видно, что лежала где-то в морозильнике. Видите, как красиво все продается. Вот это вот сомнительного
качество колбаска, конечно. Так, здесь мясные ряды. Всё. Это верблюд? اه لحم نوبي. Camel? ممكن نصور؟ Да, да. Верблюд? Я его сразу увидел. Так выглядит верблюжатина. Видите, все мясо в печатях, это говорит о том, что оно прошло ветклинику, халяльное. Ну, хотя здесь это мусульманская страна, здесь нет такого не халяльное. Здесь все халяльное. وهو بيتصور وبيتكلم احنا مش عارفين حاجه. طب يا صاحبي هو بص عايز بيسأل ليه الختم ده معمول قلت له عشان البقرة مش تعبانة ان هي سليمه مطبوعه في المذبح وتمام و100 100 А, ну вот, всё. Вот сертификат, то, что ده мясо. بتاعت سيرتيفيكات المذبح. ايوه بتاعت المذبح. Окей, thank you. هي كده صلاح للاستهلاك الادمي ومطبوعه في المذبح وسليمه و100 100. Мясо. 350 рублей килограмм стоит верблюжатина. Все, thank you, bro. ثانك يو. Вот какие-то корни. А это что за блюдо такое? Что за овощи? ده значит والقاس Уль-эс? والقاس да В общем, ну салат делают, да? салат да Салат из уль-эса. и все можно поставить как капуста. То есть, как капуста, как лук, добавляется во все блюда. Видите, везде есть баклажаны. Подожди, смотри, какие курицы. Это не курицы, это какие-то мутанты. То есть, чтобы вы понимали, если я сейчас стану рядом с курицей, она будет половина моего роста. Я просто не могу передать на камеру размеры этой курицы. Овощи здесь копейки стоят. Просто копейки. Все свежее, все халяльное. Можно вот кролика поесть, купить, если вдруг захотите. Хотел подойти, но там женщина сидит, как неудобно будет. Камерой в лицо тыкать. Мясо, мясо, мясо. Кабачки, морковь, баклажаны. Много бакалеи. Дедушка кого-то благословит. Несмотря на то, что в Каире живет огромное количество населения, а рынок-то какой-то полупустой. Здесь, в принципе, мы не должны были протолкнуться. Мировой экспортер овощей. Египет. Между прочим, и манго отсюда мне очень сильно нравится. В сезон, когда его привозят в Россию, оно прям реально вкусное. А я пробовал разные манго. Но реакция на камеру. С ножами особенно. Так себе. Не очень приятно. А вот так выглядит точило. Как в древние времена. Слушай, вот одному, конечно, было бы проблемно ходить, потому что объясниться не можешь. И можно в непонятки попасть. То есть местных все-таки слушают. Ты будешь по-любому всегда неправ. В таких вот закоулках и происходит вся жизнь. Работяг. Здесь все готовят. А что это такое? Подожди. А, это рыба? Блин, рыба. Прикольно выглядит, конечно. Сможет заказать рыбу здесь и съесть тут же. Тандырных дел мастера. Много-много лепешек. Здесь мы впервые. Здесь останавливаешься и начинаешь заострять внимание камеры, то они тоже на тебя начинают так. То есть раз на раз не приходится.
Причем где-то нормально реагируют, где-то нет. Вот хвосты. Показатель халяльности и хорошего качества продукта. Вообще само слово халяль, оно уже подразумевает хорошее качество. То есть тут можно на эту улицу по-любому нужно было свернуть, потому что я издалека увидел вот эти вот люстры. Люстры из голов бараньих. Как в фильме ужасов. Первый раз я такое вижу, вот смотрите, вот они головы висят, а вот вход в мечеть. То есть у меня ни в коем случае нет никаких ассоциаций. Я про то, что люди вышли с молитвы и сразу купили голову. How much? How much? واحدة ب 250. 250 фунтов. Где-то 320 рублей одна голова стоит. في وصدان وفي راس بقري وكبش ابيض وزوم فيش صور بقى. В общем, еще что-то. Ну, требуха. Я сейчас был в каком-то фильме ужасов. Поворот не туда. Чистят, пилят. Очень много. Знаете, очень много женского белья нижнего продают мужики. Но этот вопрос у меня, между прочим, возникал еще в Афганистане. То есть, почему так? Ну, потому что так, вот и все. То есть, где-то женщины, где-то мужики продают. Ну, вот это уже интересная витрина. Такие кричащие статуи. Вот здесь и для снегурочек есть одежда. Египет светская страна, поэтому не заморачиваются. С некоторыми пунктами. Вот они, голуби, как раз таки уже лежат. Фарширон, да? Попробуем? Быть в Египте и не попробовать голубяку — это совершить большой грех. На выбор голубь с рисом и голубь с картошкой, да? Или с чем? Фрик. Фрик. Что значит фрик? Это как рис. Рис. А еще с чем? Гречка, как гречка. Ну, рис, я понял. А только рис или еще какой-то? Только рис, да. Только рис. В общем, голуби с рисом и с рисом. Ждем, пока его разогреют. Он уже, я так понимаю, отваренный. Состояние. На масло. Пожарить масло и все. Масло. Блюдо уже почти готово. Так выглядит голубушка. Рука. Сверху. Попробуйте. Очень вкусно. В общем, там какое-то зерно. Как? Нет мяса вообще. Оно может быть вкусное, но Очень маленькое. у меня ассоциативный ряд с ним немножко другой. В общем, на перловку даже похоже. Но это мягче, чем перловка. Это пшено какое-то. Нет, не пшено, это пшеница. Нет, спасибо, я салат. Кушай на здоровье. Вот в этом пункте мы разные. Хотя я знаю, у нас в России тоже многие там залазили, когда учился в школе, на старшие.
на голубятне ловили птиц, там жарили, парили, я не знаю. Салаты огненные. Огненно-вкусные. Заказали такси. Выезжаем. В общем, мне кажется, на сегодня еды на ближайшие 2 часа хватит. Дедушка-водитель, который любит подыметь. В общем, такси приехал Лада Гранта. Коробка механика. Так. Было очень, конечно, удивительно сначала, но я уже не первый раз вижу здесь Гранты катают. Кто бы что ни говорил, а машина живучая, реально. Представьте, здесь летом какие температуры, и она выживает. Вот мне, как не курящему, я люблю, когда в машине сидит 9 человек и курит одновременно. Просто балдею. Здесь тебя не будут спрашивать, нравится тебе, не нравится. Сиди и нюхай. Местный менталитет, поэтому нормальное явление. Немножко местной красоты. По поводу местного автопрома хотел рассказать. Много всевозможных моделей, но все такое немножко подушатанное. То есть начиная от индийских рикш, кончая грантами. Китайцы, немцы, итальянцы, узбекские, корейские. То есть здесь есть все. Вот еще одна Лада Гранта стоит. Частенько попадается. Немножко политики. Когда говоришь из России, сразу говорят Путин. То есть к Путину здесь прям вот относится так хорошо. Он у них любимчик здесь, наш президент. Вообще, я заметил, там, где мусульманский мир, в этих странах всегда к нему хорошо относятся. Повторюсь, немножко политики. Немножко богатства. Здесь вот в этом месте сосредоточены самые дорогие отели. Хилтоны, не Хилтоны. Место дислокации богачей. Каирский Бамонт. Проезжаем рынок. И судя по большому количеству людей в рядах, я правильно сделал, что сюда не приехал, потому что там не протиснешься. Очень плотно. Мечеть. Чувак просто сидит и сигналит. Какую-то мелодию придумывает, видите? Напевает песню. Песня называется «Пробки. Точка. Каир». Несмотря на то, что в любом заведении, в любой машине, куда бы ты ни зашел, всегда играет что-то из Корана, стояла мечеть, вот мы сейчас только что проезжали, и прям возле мечети на выходе, это даже комплекс какой-то, возле мечети на выходе продавались женские юбочки, причем не такие в пол до пят, а именно короткие, слегка прикрывающие груди. То есть не заморачиваются здесь вообще ни с чем. Не успел включить камеру, вот этот дедушка, он узнал, что я из России, обрадовался, начал хлопать в ладоши и начал показывать на машину, на значок Лады.
То самое место, куда я очень хотел попасть. Когда мы ехали по прилету из аэропорта, я его приметил и решил, что я сюда вернусь. Вообще, я часто посещаю в странах, где бы я ни находился, кладбище. То есть любое кладбище рассказывает многое о культуре. Здесь кладбище ну, визуально сверху похоже на какой-то город, на жилой город. Но нужно понять, войти в него. Для меня тут многое, конечно, непонятно, потому что здесь какое-то здание с крестами, ну, на христианские кресты похожи. Много вопросов, мало ответов. Непонятно, семейный склеп. А вот как здесь хоронят? Объясни мне, пожалуйста. Как вот здесь хоронят? Вот как? Куда тело кладется? Здесь внутри тела? Вот этого? هو مدفون هنا ازاي؟ تحت снизу. Здесь. На земле. تحت То есть тело снизу похоронили, كده Да, да. محطوط كده على كده. в бок, как у мусульман положено, и потом строят вот это вот. Yes. То есть не внутри. Вот, да. Я же говорю, это больше на семейные склепы похоже. Подкладывают. Вот, например, как внутри все это дело выглядит. Ну, здесь непонятно. العين هنا اهو تحتيها كده تحت دي مجموعة فهموا Это как семья. Я понял. Они вместе. مجموعة Семейные склепы. В каждом склепе есть стулья. Здесь, я так понимаю, 5 человек. Просто не могу понять, как они подкладывают. Вот, то есть вот в таком месте, например, выше уровнем, ниже уровнем копается могила. Не одна в одну же. بره بقى Он говорит, بره بتدفن تحت. هنا مثلا اللي بيدفن في البيوت دي لا ده حوش عادي ده حوش يعني. هنا في كذا حد برضه في ناس بتموت في فيه. دفن كل ده قراه كل ده دفن تحت الارض وده حواش Это как большая комната. Ага. Там кладбище тоже. Но там семьи. Семейные. Семейные, да. И такой же. ده اللي هيجي مثلا اللي بيتدفن بيبقى واخد مقبرة ولا اللي هو لا يبقى واخد حوش ترابيه هم بكوباية где именно будет Хоронить. да. Сколько стоит вот здесь купить такой дом? يعني مثلا Ну, не дом, а لواحد هيشتري дом مثلا это, حاجة наверное, زي все-таки. لواحد شبه 300 тысяч чего? фунтов. Фунтов это Это, наверное, 400 тысяч рублей. Вот такой домик купить здесь. Так, а есть где-нибудь сейчас, где они... Это, я так понимаю, здесь работает, да? Да, да. Где копают? Да, да. Есть могилы свежие? Могил? Ну, могила это яма, куда хоронить будут. Готовые есть? Тяжело объясниться, но язык жестов есть и вроде бы... اوريك واحده بس واقعه يعني بتدفن برضه. Мы когда ехали, я вообще подумал, что это городок какой-то, ну, типа трущобы. Потом мне объяснили, что это кладбище. Так выглядит. Видите, в одних странах по исламу вот камень, чтобы не наступали, и достаточно без надписи, без всего. В других мусульманских странах احنا من زمان في القرافه هنا بندفن. склепы. انا قاعد هنا. Пока мы идем, вот это для чего такие? ده الايه؟ Это для утки. Для птиц. Птиц Да, кормить. питание. Все. То есть, если птица прилетает на могилу, это хорошо. Хороший знак. В общем, могила по исламу должна быть скромной. То есть это все уже место последнее. Туда подло. Два здесь или? لسه ميت ده لسه دفن دلوقتي. Он 2-3 часа назад человек умер. Вот здесь вот. Вот здесь, да. ومفيش حاجة مفتوحة بس دي كانت مقطوعه بس انا ردمتها عشان Он بيقعد تحت. закрылись. بس هي مفيش تحت حاجة يعني باينة واضحة
المفتوح دلوقتي Как-то не по себе стало. انا بوري له برضه في حاجه الجديدة أجدد بعيد. ده قديمه دي قديم. Вопрос, сюда потом еще кого-нибудь будут хоронить, вот в эту же яму или нет? ده الزرع. خرانيت Да, ну еще раз, будет человек сюда новый? بنحط مثلا في حد То есть, было такое, что он копает, и там кости человека находятся? Было. بنحط مكانه حد عادي. لا مش عليه جنبيه. Это как? Ну, я понял, это не его вина, я понимаю. Да, Он же не целенаправленно дотрагивается. То есть да, это... говорит. Здесь прям, вот смотрите, какие-то прям деревянные дома даже стоят. Здесь похоронен, да? Ну, لسه النهارده بقى. сегодня тоже? Вообще не видно, что хоронили. Я чуть не наступил. لا النهارده. Хотя уже кто-то ходил. 3 часа назад? А сколько в день он человек хоронит? Примерно? 10-20. أيوة هنا بس يعني وفي حتت تاني برضه. في هدف كبير. Только он. في المكان ده يعني 10. Здесь просто в силу того, что такая почва специфическая, в общем, пыльная. Пыльная поверхность. Не видно, где прикопано свежее тело. Поэтому деревянный склеп сейчас. Посмотрим, что внутри. А внутри, вот видно, свежее тоже было. Семейное, наверное. В общем, семья выкупает место, чтобы потом можно было доложить родственников, не искать его. Практически на каждой могилке есть вот такие вот тарелочки, чашки. Наверное, кто побогаче, у того побольше склеп. Кто победнее. ده حوش. حوش بتاعهم برضه. في مدفن جوه. من جوه ده من جوه. ده بقى الشيخ احمد. Ну, прям замок какой-то, да? ده الشيخ احمد А بقى. сколько здесь человек похоронено вот в этом? كم واحد؟ لا ده مقام في مقام اهو بص. Это как не знаю, как называется на русском. في مقام جوه بص. Вы знаете, когда человек после... اهو. А здесь вообще непонятно, ده что الشيخ такое. احمد بقى. ده الشيخ احمد. ما جايبلناش Какой-то ящик. لا هم بيقولوا كل Это как называется у нас. Вы знаете, когда человек, он ценный, популярный. А, ну всё, всё. Известный человек, да? أولياء الله الصالحين دول. В общем, здесь какая-то известная личность захоронена. Ну вот, как раз чем и подкармливают. Пытаюсь выяснить, как подкладывают много людей. В общем, как он объясняет, там внизу, типа, вот такая вот комнатка бетонная, и туда и подкладывают. То есть он вдоль нее идет. تحس واخد بالك. زي اللحن كده. ايوه هو اللحن هو اللي جوه ده اللي هو زي أوضة تحت. زي اللحن صح. انا بعمل Это как я вам объясняю. Комната, я понял. شغلتي اصلا العجله. Еще вопрос такой, нескромный. Сколько он за свою жизнь похоронил человек? هنا بدفن كل أنت دفنت كم واحد مثلا في حياتك؟ كتير. دفنت بقى 40 سنه. نص صورة لقيته إياه. Ну, плюс-минус сколько это? حوالي 400 واحد. لا اكتر. Каждый день? بتاع يقول بتاع 500 واحد ولا 700 واحد. في ال 40 سنة؟ ولا 40 اكتر. 40 سنه. قول له Много, он не может подсчитать сколько. ده شغلتي دي. 40 лет. работа. А ему сколько лет самому? عندك كم سنة؟ انا 47. 47. 47? Он с 7 лет копает? 40. Ну, ему 47? من 7 سنين وانت عندك 7 سنين بتدفن. بدفن. Да, когда... С 7 лет уже он хоронит людей. بدفن عيال صغيره زمان بقى عندي 7 سنين بدفن. Когда он мальчик, Был. он детями. А, когда он был маленький, сам мальчиком был, он хоронил детей. Детей, да. То есть детей дети хоронят? انت دفنت اطفال وانت صغير عادي. Да, да. Я вот тут первый раз слышу вообще. То есть, а уже, а женщин тоже здесь хоронят? Да. Да? Да. Всех? Всех. Это комната. انت قلت لي البنات الحريم بيبقوا على جنب والرجاله على جنب. دي اوضه ودي اوضه. Два комнаты, если женщины. Отдельно? Отдельно, да. И мужские. А на женские похороны женщинам можно приходить или нет, когда хоронят? Женщинам нельзя находиться в день похорон, то есть когда вот тело погребли, потом она может прийти посмотреть. Ну, на кладбище женщина может ходить. То есть, вот сейчас
мы видели. Такое место для меня немножко какое-то непонятное, честно. То есть много разных видел, и приоритеты, ценности здесь меняются. Непонятно. Нету четко сформулированной мысли у меня. Если не секрет, конечно. Спросил, сколько он зарабатывает. Это немножко некомпетентно, но... محدش يعرف رزقه ايه ازاي. Не знаете, сколько он зарабатывает. كل يوم Иногда انا ну, كل не يوم знаю. بدفن كل يوم بدفن. Он каждый день работает. اللي يعني كل واحد Иногда много, иногда мало. Понятно. В принципе, каков вопрос, таков и ответ. Наверное, было неуместно его задавать. بص بقى دي نازله كده. Ну, здесь вот видно, что... دي غرفه كده وغرفه كده. عينين قصدك دي رجال ورجال. Видите, везде идет плитка, لا سلم. а вот здесь вот земля. دي لا سلم تحت. То есть, если كل кого-то سلالم عشان تنزل على مش على الارض. подкладывают, вот отсюда все заходит. Здесь, я так понимаю, с одной стороны женщина, с другой мужчина, правильно? Если там можно открываем, Ага. и там лестница. Лестница есть? Да, да. Ну, справа женщины, Ага. слева. Все понятно. Это вот здесь столько человек похоронено. Кому واحد أنا مثلا. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, 14. много. 14 человек здесь. كل دول الناس اللي ميت كل دول يفضل بتاعتهم. 14 واحد فيه. لا وفي تاني يا حاج في تاني قديم. ما انا عارف. Узнал я. Здесь чтец Корана лежит. То есть хаджа. Хадж. Кто делал? Хаджи. Поэтому я сначала подумал, ну как-то это нерационально использовать на каждую могилку домик. Оказывается, видите, в каждом домике мы 14 насчитали. В каждом склепе есть. Так, еще раз, вот здесь слева находится лестница, да, под землю? Под землей, Ага. лестница слева. Это мужчины. ده عندنا Ну, дальше Женщины. справа женщины, да. Слева мужчина, справа женщина. Ну и место, где тело лежит. А у вас хоронят не в гробу же, а в саванне, да? Материал такой специальный. Хлопковый. Хлопки. Ну, ткань. Ткань, но белый такой. Да, хлопки, да, да. Это у человека сегодня похоронили. قصدك ايه؟ هنا برضه. Здесь даже никто не помечает то, что... ну мы же не ходим по самому телу, да? Мы, получается, ходим только по месту вхождения в землю. Тело там стоит в стороне, поэтому не оскверняешь его. Вот он, когда открывает комнату, он видит других похороненных, انت لما بتفتح بتلاقي الناس القديمة موجودة صح؟ да? Я понял, что у него все нормально. Человек уже... تعال اوريك واحده مفتوحه. Ага. بقول لك اللي ريحك Стальная психика. Вот как выглядит. Это مفتوحه баба. بس واقعه. Баба? Бабал. Как называется? دي اللي عندي مفتوحه. Это только открыто, يعني ما عرفش اخشها. واقعه يعني تربه واقعه واقعه على صاحبها؟ واقعه على الميتين تحت مردود. اه دي اللي عندي закрыто, не открыто. Закрыт. Закрыто, да. ما عنديش حاجه مفتوحه. Такая профессия. Сюда новичков не берут, потому что он знает все ходы, выходы, где, куда подкопать, правильно? За столько лет. Ну, сколько лет? 40 лет, если он работает. Он уже знает все здесь. Он знает. Каждый камень. مفتاح مش معايا. ده انا قاعد هنا. انا قاعد هنا فوق قاعد فوق. Там есть вход на второй этаж, да, я вижу там стулья. قاعد فوق انا. الدور اللي فوق ده انا И вот он здесь всю жизнь живет? انت عايش هنا عمرك كله صح؟ كله. كله ده. في فاهم سوريا ان ده. هو عايش فوق مش تحت. А у него жена, дети есть? عندي اخواتي موجودين بس انا مع Его брат قاعد и لوحدي. сестра. Он один жил. انا ساكن فوق هنا بقى. Ну, сверху он где? انا ساكن فوق. لا يا حبيبي. كان زمان الناس بتسكن عندهم 40 лет, то есть нет электричества. Свечки. Свечки? Да. Он был А у него и телефон хоть есть? معاك телефон? لا لا مش Нет, телефон нет. Намаз читает?
Как зовут его? Соболь. Соболь. Сомболь. 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 Вот вам история Сомболя. 40 лет при свечах. هنا عند الجراج. ايوه اللي جاي هناك بره. Без обуви. عندي بيت تاني هنا برضه. عند الزرع ده بتاعي. Это второй дом его. Здесь. لا ده بقى انا اللي ايوه. У него 2 дома. عنده الزرع عنده النخل Где-то ده بتاعنا برضه. дерево там. Судя по вот этим строениям, Стены. Вот там. этот дом тоже особо не отличается. انا قاعد فيه ده. ده في كهرباء؟ فيه كل حاجه. Вот это, да, его? Электрик есть, все есть. А, в этом доме уже есть электричество. Да. 2 дома. مش عايز انا باب القرابه كلها كام كنت. Ну, а 3-й дом у всех один. В общем, в голове, знаете, какая мысль? Что-то неразрешенное. На что-то я не получил ответ, не могу понять, вот, что я не спросил. Как-то и жутковато, и мистика, и вроде бы религия. Ничего необычного, все, в принципе, местная культура, менталитет, то есть все вместе. Дома настолько высокие, что не видно солнца. Лошадки здесь везде. Как только я приехал сюда, сразу столкнулся с таким моментом, что здесь тебя пытаются поиметь абсолютно везде, на каждом углу. И даже сейчас местный, вот, это благо не я, таксист, то, что он нас там катал строго по счетчику, пытается в букву Z поставить. В общем, местные разборки. В общем, таксист отменил счетчик и в конце выдуманную цифру говорит. Но не всем нравятся выдуманные цифры, особенно местным. Магазин женской одежды, смотрите, как приспущены штанишки. Ну, это 100% мужчина их должен купить, потому что выглядит это по местным меркам типа секси. Под конец дня захотелось клубники со сливками. Но клубники нету, к сожалению. Она куда-то вся пропала. Но конечная цель, это по-любому нужно будет купить. Быть в Египте, не наесться клубники, это неправильно. Мы сейчас идем по какой-то улице, в которой 100 миллионов этажей. Сколько здесь стоит квартира, самая дешевая, вот здесь вот, плюс-минус, примерно? В долларах. Ну, больше 20 тысяч долларов. Это сколько квадратных метров? 100. 100 квадратных метров? Нихера себе. 100 квадратных метров, 1 700 000. Ну, неплохо. Это центральная улица. Это центр? Ну, почти центр. Вот, пускай будет почти центр. Я почувствовал запах зеленой травы. Кто-то прям дудит. В общем, вот так выглядит сосисочная. Смотрите, очень много сосисок. А это вкусное? Салам алейкум. Это сиго. Сигё? Сиго, знак. Ну, все прикольно, то что... За жир. Ага. Жирный мясо. Просто трасса и сосиски. И пацан. Здесь много кудрявеньких.
И волосы. Тихо. Be careful. Здесь некоторые вообще без фар ездят. Где-то здесь должно продаваться мясо. Я чувствую по запаху мясные ряды. На данный момент, после событий в Судане, около 1 миллиона беженцев приехало в Каир. Они визуально отличаются, эти люди. Я думал, что здесь цыган не бывает. Оказывается, они есть везде. Девушка пристала. Коллега дал ей денег, а ни в какую. Эта цифра не устраивает. И она говорит: give me $50. Я сказал no understand. Вариантов больше не было. А заказали рис с курицей. И вот тут сосед из Йемена сидит, мужчина. Мне сказали, что он с Йемена. Вот он. В шапочке. И у него тарелочка чугунная, в которой находится... Я не знаю, что там находится, какая-то гороховая каша с овощами, что ли. Ну, в общем, он так аппетитно ест, я говорю, давайте нам тоже попробовать. Поэтому сегодня курица, рис и каша. Принесли салат, помидор, перекрученный с перцем, и какой-то суп. Супец. С лимоном. Не, он внутри или улетел. Мой лимон улетел куда-то? В общем, суп с лимоном сказали. А сейчас он напоминает хаш. Азербайджанский, армянский. В общем, на хаш похож. Вот такая вот огромная лепешка. Рис с куркумой. А еще там что-то несут. Это уже второе блюдо. Вот то, что я как раз таки просил. Перепутали? Нам должны дали быть другое. Нам поменяли, курицу нам поменяли, та была какая-то бледная, а это вот прям красненькая. Все, приступаем к поеданию пищи. Так, ну я вот эту штуку попробовал, для меня она не соленая немножко. Так я даже не знаю, с чего начать. Начнем с этой пюрехи. Не понял. Какой? Помидор. В общем, там все вместе. Это попробуйте так. Салат. Рис вкусный, но у него такой нейтральный какой-то вкус. Теперь попробуем курочку. Мне кажется, курица как курица. То есть она на вид только красная, а по факту она, обычная курица.
Все вкусно и съедабельно. Это какой-то йогурт или сыр. За нами смотрят внимательно абсолютно все, как мы едим. Не дай бог скажешь плохое. В общем, все необычно. Это? Еще курица. Не, я не хочу курицу больше. Ты хочешь есть? Я вот... Так, ну и суп. Суп. Хаш. Он же суп, он же хаш. То есть... Жирный? То есть визуально это один эффект. То есть это все повторяется в нашей, там, ну, в соседних странах. Когда начинаешь есть, это другой вкус. Какой? Другой. Не то, что ты себе представлял. То есть немножко иначе. Я думаю, это из-за приправ. Повар наверху с мачете стоит, смотрит. Если сделаешь кривое лицо, можно кинуть нож. Мы сейчас находимся на улице, где много с Йемена. Тоже гражданская война. Мигранты, беженцы. Все в Египет прибывают. Это взгляд. Не так одевается. Вот по одежде Али подсказывает, что это здесь все с Йемена. Много национальностей. Очень много национальностей. Лучше уйти отсюда, а то темнеть начинает. Тут маршрутка. Без окон, без дверей. Полногорницы людей. Уже неоднократно замечают, там, где беженцы, там постоянно какой-то бардак творится. В плане мусора. То ли городские власти не обслуживают эти районы, то ли из-за плотности и образа жизни люди наплевательски относятся сами к той территории, где проживают. Последнее заведение на сегодня из еды. Пробуем кюфта и кусковой шашлык. Любимое лакомство египетских мужчин. Еда, вернее. Как раз напротив продается клубника и мандарины. Али говорит, что иметь в машину в Египте это большая проблема. Потому что день-два ее разобьют. А для чего они это делают? Ну вот, там много, у нас много машин, улицы узкие. Все, я понял. То есть или в ДТП попадешь, или тебе так ее разобьют. Поэтому большая часть машин, они просто реально все битые. Все битые, все царапанные, по километру шпаклевки на них. Уже ближе к вечеру начинаешь уставать от большого количества сигналов. Постоянно все сигналят. Но Индию пока еще никто не переплюнул. Это все конфетки.